Очень интересно произошла эта история с этим круглым столом. По мере того, как он готовился, он актуализировался, причем актуализировали его события, происходящие сначала в нашей стране, потом и в мире. Идея этого круглого стола родилась вместе с появлением на свет книги, которую, наверное, многие уже из вас видели, которая сейчас лежит передо мной, «Хазары. Миф и история». Не так уж много у нас литературы о хазарах. Страница нашей истории достаточно такая, ну, для меня, во всяком случае, для дилетанта, да, я думаю, что и для подавляющего большинства наших сограждан загадочная. И когда такого рода исторических загадках появляется что-то новое, то это всегда интересно. Миссия фонда – это гармонизация общественных отношений. И может возникнуть вопрос, а при чем здесь хазары и хазарский сборник? Объясню. Хазарская тема – это некий феномен, на мой взгляд, на примере которого можно проследить вариативность развития человечества в цивилизационном формате. Я сейчас хочу перекинуть мостик в другую, ближе к нам тему. Вот хазарский феномен, он и дает нам пищу для размышлений в плане того, что на Русь всегда была многонациональна и многоконфессиональна. Скажем, многорелигиозна, это, наверное, вернее. Она была, есть и будет. Нравится кому-то, не нравится, это так. И при этом никто не сможет отрицать того, что православная церковь и православие является странообразующей религией и культурой нашей страны. Опять же, нравится кому-то или не нравится. Но при этом мы не можем говорить о том, что кто-то главнее, кто-то лучше, кто-то хуже. Все народы в основном, которые представлены сегодня на карте нынешней России, Советского Союза, они коренные. И мусульмане, Татария, Башкирия, и Северный Кавказ, они все коренные, они не пришлые. И в этом Россия, очень резко отличается от Европы, от Соединенных Штатов Америки, для которых проблема межнационального, межконфессионального мира сегодня приобрела острейший характер, может быть, даже global challenge. Тут вспомнишь, Виталий Вячеславович, этого Сэмюэля Хантингтона и его теорию. Ведь недавнее заявление Саркози, премьер-министра Великобритании, и Анджела Меркель о том, что вот передо мной кризис, да, и провал этой политики поликультурности, так они, да, называют. Для них это провал. Те народы, которые их не устраивают, да, и представители других религий, они пришлые, 50 лет, не больше, это максимум. Для России их подход интересен, но он не может быть определяющим. Тем самым они отталкивают мусульман, 1,5 миллиарда населения от сближения. Мой фонд пропагандирует идеи наоборот, консенсуса, нахождения. Я последнюю фразу, я бью в колокола и кричу СОС, потому что искры этого пламени могут попасть и к нам. Северный Кавказ, Дагестан, Татарстан, и так далее. Надо всем задуматься. Исторический опыт очень интересен. И опыт Российской империи, опыт более древних государств, в частности Хазарского каганата, достоин того, чтобы его изучать. В мире были модели, и в мире есть модели мирной совместной жизни представителей разных религий и разных народов. Причем эти модели предполагали, что у людей разный образ жизни, разные правила, если хотите, разные законы, основанные на человеческом выборе или на том, что, как веруют люди, дал им Бог. Сегодня много говорится о том, возможен ли мультикультурализм.
он невозможен, если понимать его как унификацию всех людей, как попытку привести всех к общему знаменателю, как попытка создать из людей разных народов и вер общечеловеков, верящих в одно и то же и винущих себя одинаково. Это не получилось нигде, даже в Соединенных Штатах, это совершенно точно не получилось в Западной Европе, и именно об этом, о крахе мультикультурализма с надеждой на унификацию, я думаю, говорили и госпожа Меркель, и господин Кэмерон, и господин Саркози. Мы часто, говоря о мультикультурализме, подразумеваем под ним то, что им не является, а именно то, о чем, собственно говоря, и говорил господин Кэмерон, то есть попытку привести всех к одной системе ценностей и к одному образу жизни, отнюдь не разделяемому всеми людьми, живущими в нашем мире, и более того, разделяемому только меньшинством людей, пусть даже принадлежащим к элите и к некоторой части золотого миллиарда. Возможен только такой мультикультурализм, который не связан с идеологическим проектом унификации, а который основан на стремлении иметь в одном обществе, а общество сейчас все многоэтничны и многорелигиозны, так вот, мультикультурализм возможен только в том случае, если он основан на стремлении иметь в одном обществе возможности для самореализации разных этнических и религиозных групп с их особенностями, не просто связанными с балалайками или какой-то формой одежды, а связанными с теми правилами, по которым живет социум или субсоциум. Это вызов непростой, это вызов, связанный с тем, что в одном обществе люди могут считать главной ценностью совершенно разные вещи, радикально разные вещи. Семьи и субсоциумы могут жить совершенно по-разному, но не знает историю тот, кто считает, что это невозможно. Это было возможно в Российской империи, где, как мы знаем, очень разные реальности с разными правилами и образами жизни уживались в одном государстве. Поэтому, на самом деле, нам нужен древний опыт, который был, очевидно, и в Хазарии, был и в Древней Руси, и был на Ближнем Востоке всегда до того, как туда пришли западные страны со своими рецептами в позапрошлом веке. Вот этот опыт, эти модели нужно обновить и предложить вновь современному миру. Действительно, сделано очень большое дело, это блестящая работа совершенно, она редкая, уникальная, ее давно ждали, я очень рад, что мы к ней причастны, я этим очень горд. И я поздравляю авторов, которые ее написали, это просто великолепная книга. Действительно, историю нужно знать и изучать, а это не забывайте, что это история нашей страны. Вот это самое главное, что это не просто хазарский каганат, это история нашей страны, это также история других районов, других народов, потому что в истории хазар воедино сплелась история арабов, иранцев, тюрок, русских, евреев и, наверное, многих других народов, потомки которых там бродили по этим самым степям. Я думаю, что рано говорить о кризисе мультикультурализма. Есть страны, которые считают, что мультикультурализм у них успешный, это Канада. В Европе не только мультикультурализм, там несколько было моделей. Кстати, у той же Германии была в ходу модель гастарбайтерства. Они думали, что люди приедут, а потом все уедут, никто не уехал, турки остались. Потом они пытались перейти к другой модели, но было немножко поздновато. Как раз британцы, они исповедовали модель мультикультурализма, которая как раз не означала разрушение идентитета, а предполагала сохранение идентичности, как они думали, предоставление возможности каждой группе исповедовать свою религию и укреплять этническую составляющую. А вот во Франции эта модель все-таки ассимиляционная, которая предполагала полный переход на рельсы в лоно французской культуры. Что сработало, что не сработало, мы еще посмотрим. Во всяком случае, кризис налицо, но, как сказал протоиерей Всеволод Чаплин, кризис определенный в межнациональных и межконфессиональных отношениях, к сожалению, сегодня есть
в смягченной форме есть и в России. Поэтому опыт и Хазарии, и Российской империи для нас очень важен. Не нужно сегодня камни бросать в огород все время зарубежных государств. Это наша манера национальная или многонациональная. Да? Давайте не будем там ругать все время американцев, немцев и всех, что они все плохие, а мы очень хорошие. У американцев есть гораздо более сложная проблема межрасовых отношений, они ее более или менее успешно решают и делают для этого много. Я думаю, нам надо учиться у всех, и у хазаров, и у европейцев, и у американцев, и прежде всего руководствоваться своими ценностями, которые для нас ближе всего.